Здравствуйте! Продолжаем серию видео для начинающих о Kubernetes, о базовых компонентах Кубера. И сегодня мы с вами поговорим о демон-сетах, ну и некоторых фишечках, связанных с распределением подов на ноды кластера. В предыдущих видео мы уже посмотрели управляющие конструкции. Это deployment и stateful set, при помощи которых поды распределяются каким-то образом по нодам кластера. И во всех предыдущих случаях мы явно указывали количество подов, которые нужно запустить. И, в общем-то, реплика, если помните, такой параметр. И при помощи этого параметра регулируем. Нужен там 2 пода, 3 пода. Ну, а как их там распределять, это уже решал кластер Кубера. Но бывают задачи, когда вам нужно по одному поду какого-то приложения запустить, ну, предположим, на всех нодах кластера, на всех машинах кластера Kubernetes. Ну, какие это задачи? Допустим, это сбор логов. То есть на каждой ноде кластера вам нужно запустить приложение, которое будет собирать логи и как-то там их куда-то там отправлять. Метрики, связанные с хостами, всем известный ноды экспортер, например, приложение. Тоже его нужно запускать на каждой ноде кластера, чтобы он получал информацию о машине и так далее и тому подобное. В общем-то, бывают задачи, когда вам необходимо приложение запускать на каждой ноде кластера, и это приложение что-то будет куда-то там отсылать. Потенциально можно воспользоваться тем же самым деплойментом и stateful set, плюс там некоторые плюшечки, которые будут указывать, мы еще с вами их не смотрели, эти плюшки, но можно при помощи некоторых фишек указывать, как распределять поды по нодам кластера. Но это нехорошо. Почему? Ну, например, мы там имеем сейчас, вот в моем кластере сейчас имеется 3 ноды. Одна control, 2 worker ноды. И я могу сейчас запустить там deployment и сказать, вот 3 экземпляра пода мне нужно. Но, допустим, завтра мне потребуется добавить там 4-ю и 5-ю ноду в кластер. Ну, кто мне может помешать, если вдруг потребуется? И мне придется лезть во все манифесты, которые вот требуют запуска подов на каждой ноде, и переписывать там количество подов, которые необходимы. Это, скажем так, очень неудобно. Поэтому была придумана специальная конструкция под названием Daemon Set, задача которой запускать по одному поду на каждой ноде кластера. Начнем сразу с манифеста. Значит, манифест Daemon Set это точная копия, практически точная копия деплоймента за некоторыми исключениями. Ну, во-первых, исключение вот здесь у нас пишется Daemon Set, а не deployment, это понятно. Все остальное, как и в этом. А кроме всего прочего, мы не указываем, вернее, здесь не предусмотрено указание параметра replicas. То есть количество подов, которые будем запускать. В деплойменте вы тоже можете не указать replicas, там будет значение по умолчанию 3, но здесь его просто не существует. Все остальное с точки зрения манифеста, ну, практически то же самое, что как и у деплоймента. Как мы с вами видим, здесь у нас идет спецификация уже Daemon Set. Дальше у нас селектор, при помощи которого мы указываем, какие поды будут обслуживаться. Дальше у нас идет темплейт пода. Темплейт пода, как видите, ну, вот мы с вами в прошлом видео, посвященном stateful set, как раз его использовали. Вот этот вот контейнер, traffic whoami. И соответствующие здесь вот параметры. То есть с точки зрения, я повторюсь, вот, структуры самого манифеста, это тот же самый deployment, но без указания количества, то есть без указания replicas. У меня подготовлен соответствующий манифест, вот он 0.8 Daemon Set YAML, который мы будем с вами сейчас запускать. Значит, обратите, пожалуйста, внимание, в этом манифесте у меня только Daemon Set. Сервиса здесь нет. На самом деле, конечно, можно указать сервис, в котором указать селектор точно такой же, как и вот здесь у нас на подах будет. И через этот сервис вы можете ходить на все поды. То есть, ну, по очереди, помните, у нас сервис это round robin, по очереди на каждый под. Но обычно для Daemon Set'ов сервисы не указывают, потому что приложения, которые запускаются Daemon Set'ом, обычно не предусматривают какое-либо подключение к ним по сети. Там есть некоторые исключения, связанные со сбором метрик, ну, маленькие нюансы. Но в большинстве случаев не указывают, что к ним нужно подключаться по сети. Это некие демоны, он так и называется, Daemon Set, которые сидят себе там в бэкграунде, прямо как в Linux машине демоны. Что-то там делают, какое-то свое демоническое дело, и куда-то его отсылают. И, соответственно, сервисы практически никогда у Daemon Set'ов не бывает. Ну, повторюсь, можно сделать соответствующий сервис, ради бога.
В отличие от stateful сета, у daemon сета не будет headless сервиса. Он тоже не предусмотрен, чтобы явно обратиться к какому-то конкретному поду. То есть, тоже вот отличие daemon сета от stateful сета, что headless сервиса нет. Ну а так, видите, daemon set, его манифест, ну практически как у деплоймента. Применим манифест. Как видите, я здесь тоже указываю namespace work, который у нас уже было в предыдущих видео. Я его не создаю, он как бы есть. И давайте посмотрим, что же мы с вами получим. То есть, знакомое вам волшебное слово getAll. И мы видим с вами управляющую конструкцию daemon set. Видите, вот он называется test.ds. Это наш daemon set тестовый, который мы сделали. Здесь у нас два пода, которые, ну, сейчас будут уже ready. Вот они ready пришли. Некоторое время нужно для старта приложения. И видите, здесь два пода, test.ds. И дальше, как у деплоймента, имя пода непредсказуемое. То есть daemon сеты не гарантируют вам имя пода. Точно так же, как и деплоймент. Но здесь у вас может возникнуть вопрос. Смотрите, у меня в кластере 3 ноды, а запущено всего лишь 2 daemon сета. А я вам сказал, что daemon set запускает это все на этот под, который там мы при помощи манифеста указываем в daemon сете, запускает на всех нодах кластера. То есть 3 ноды, но 2 пода. Что за ерунда? Сейчас мы с вами посмотрим такую тему, называется она заразы. Вот давайте глянем опять же на наши поды, getPods. И мы посмотрим более расширенный вариант вывода команды getPods. Здесь будут указаны в том числе ноды, да, кластера, на которые будут размещаться данные поды. Обратите, пожалуйста, внимание, эти два пода, они размещены на worker нодах моего кластера. На control ноде его нет. То есть мы это уже видели, что у меня есть CR1, это control нода, на ней его нет. Ситуация заключается в том, что есть такое понятие, как зараза. Вы, как администратор кластера Kubernetes, можете поставить на ноду кластера заразу. Сейчас мы увидим, как это выглядит. И посмотреть, какие заразы на каких нодах стоят, можно вот при помощи такой команды. Здесь специально просто показана опция Custom Columns, какие колонки выводить у команды kubectl getNodes. Ну, один из вариантов опции -o. Здесь две колонки. Это имя ноды и столбец taints, который указывает, какие тейнты, то есть заразы, есть на данной ноде. И вот здесь у нас присутствует нода, вернее, здесь у нас присутствует зараза под названием ноды роль Kubernetes inout control plane. И у нее эффект no schedule. Значит, пока мы видим, что у нас на worker node никаких taints нет, а на control ноде присутствует один taint. Формат taint показан вот здесь на экране. Он состоит как бы из двух частей. Значит, это ключ значения, но причем значение пишется через двоеточие, еще добавляется эффект. Ну, на самом деле это ключ значения, но значение состоит тоже из двух частей. Это, собственно говоря, значение, двоеточие, эффект. Значит, значение само, вот эта первая часть перед двоеточием, не обязательно. Мы об этом чуть позже поговорим. Поэтому здесь она обозначена в квадратных скобках. Итак, ключ taint, который вот, например, с вами видели чуть выше, он нужен просто для того, чтобы указать название этого taint. Значит, в принципе, вы можете давать любой taint, любое название, какое хотите, но есть список стандартных значений вот этих taints, которые используются в кубере разными операторами, разными приложениями. В том числе вот здесь перечислены основные tainты, которые вы можете встретить по умолчанию. Поле value, как я уже говорил, не обязательно. И практически нигде его никогда не определяют. Но если вдруг захотите, то, конечно, можно. Ну и самое главное значение, это у нас эффект действия, что делать, когда данный taint будет определен. Значит, no schedule запрещает планирование подов на ноде. То есть, когда у вас планировщик запускает какой-то под, вернее, когда вы просите кубер запустить какой-то под, и планировщик смотрит, а где же его можно запустить, он тоже учитывает вот эти заразы, установленные на ноды кластера.
Если он видит, что у нее эффект no schedule, то он просто не будет размещать новый под на данной ноде. Ну, логично. Если на этой ноде уже были запущены поды, и вы ее заразили, то есть вы установили на нее taint, в случае no schedule запущенные поды не удаляются, они продолжают работать, как ни в чем не бывало. Но если вы их перезапустите, сделаете рестарт, то там возможны варианты. Но execute более серьезная вещь. Он тоже запрещает планирование под на ноды, когда новый под вы размещаете. Но если вы заразили ноду, то поды, запущенные до того, как вы ее заразили, будут удаляться с этой ноды. Ну и слабенький такой preferred no schedule — это предпочтительная мягкая версия no schedule. Но он может распределить, а может не распределить. Черт его знает. У нас с вами стоит задача запустить все поды нашего деплоймента, ну, вернее, по поду нашего деплоймента на каждой ноде кластера. Соответственно, control-ноды у нас имеют заразу, то бишь установленный taint. И нам для того, чтобы запустить здесь под, нам нужно сделать его толерантным к этой заразе. То есть мы должны сделать, ну, как бы прививку, что ли, если говорить медицинским образом. На самом деле в манифесте нам нужно будет добавить в спецификации пода. Обратите внимание, я здесь не показал полный вариант демон сета. Но это в спецификации пода. Сейчас мы увидим, где это находится. Мы указываем раздел Toleration, где у нас идет массив вот этих тейнтов, к которым мы будем иммунны, то есть к которым мы будем толерантны. Он состоит из 3 частей, вернее из 4. Это ключ, дальше значение, здесь оно не указано, оператор. Оператор — это какой-то оператор сравнения. И эффект, который там у тейнта есть, который мы тоже будем игнорировать. Поскольку в нашем случае, где-то тут выше он был, вот этот taint, он был просто с ключом, но без value, мы здесь value не указываем. Если мы value не указываем, то оператор должен быть всегда exists. Ну вот просто вот такая фишечка. А дальше эффект no schedule. У нас как раз вот был no schedule. Соответственно, мы сейчас с вами добавим к нашему daemon сету соответствующий toleration. Вот у нас 0.9 daemon set есть. Вот он, daemon set. И вот здесь у нас идет спецификация daemon сета, дальше template пода. И в спецификации пода вот этот раздел toleration я добавил. Наблюдаете, да? Хорошо. Значит, для того, чтобы нам применить эти изменения, мне придется сначала удалить предыдущий daemon set, потому что раздел Toleration, он не позволяет сделать апгрейд поду, и приходится удалять полностью, ну, в нашем случае, daemon set со всеми подами, чтобы применить вот эти новые изменения. То бишь, есть такое действие patch. Мы не можем пропатчить текущий под, то есть изменить вот этот toleration. Такая особенность. Поэтому мы удаляем daemon set, он был удален. И теперь добавляем новый daemon set, мы его запускаем, но уже с toleration. Установлен, видите, он установлен, запущен. И теперь давайте посмотрим, где, собственно, сейчас находятся наши с вами поды. Как видите, запускаются теперь на всех 3 нодах нашего кластера. То есть и на control ноде CR1 соответствующий подик будет запущен. Теперь посмотрим, как вешать заразы на ноды. Вот, предположим, у вас большой кластер, и по какой-то причине вы хотите какую-то ноду заразить для чего-нибудь. Ну, например, вы хотите, чтобы на эту ноду попадало только какое-то одно специальное приложение, а остальным приложениям туда попадать нельзя. Один из вариантов, как это сделать, это ее заразить какой-то своей заразой, как-то ее назвать. У того приложения, которое вы хотите, чтобы запускать, сделать соответствующий toleration, ну и указать потом этому приложению эту ноду, чтобы она там запускалась. Как указывать этому чуть позже посмотрим. А в данном случае мы посмотрим, как заражать ноду, как вешать taint. Taint вешается при помощи команды kubectl taint. Как видите, ничего странного. kubectl taint, дальше node, название ноды, куда мы вешаем taint, и, собственно говоря, сама зараза, как она выглядит. У меня называется test-taint. Дальше value у меня пустое. Но я делаю эффект noExecute. Мы сейчас с вами посмотрим, как работает noExecute. У нас сейчас на worker ноде 2 работает вот этот под. Посмотрим, что с ним случится, когда я заражу эту ноду. Итак, заразу мы повесили. Ну и теперь смотрим,
Что у нас с подами? Обратите, пожалуйста, внимание, на VR2, на Worker ноде 2 под пропал. То есть сработал эффект no execute. Теперь уберем заразу с ноды. Убирается она очень просто. Просто когда вы давали команду taint nodes, вы указали taint, то после вот этого taint мы пишем тире. Это значит удалить соответствующую заразу. Мы эту заразу с ноды удаляем. Ну и опять смотрим, а что же у нас с подами. Все нормально, сработал контроллер демон-сета. Он увидел, что все хорошо. Вернее, как планировщик увидел, что все хорошо. И снова запустил под на ноде VR2. То есть демон-сет, как я уже говорил ранее, предназначен для запуска пода на каждой ноде. Но мы добавим маленькое описание, то есть маленькую ремарку, при условии, что этот под на этой ноде может запуститься. И демон-сет следит за этой ситуацией. И если вдруг у вас появится новая нода, или вы снимете заразы какие-то с этой ноды, ну там есть еще кордоны, кордоны, это отдельная история. Когда мы вводим ноды из эксплуатации, наоборот, их вводим обратно, демон-сет за этим всем следит. И когда появляется такая возможность, запускает на этой ноде соответствующий под. В данном примере я использовал noExecute, но это не очень хороший на самом деле эффект, он опасный. Дело в том, что на ноде VR2 у меня кроме вот этих подов в других namespace работали другие поды, которые, в общем-то, были без толерантности к соответствующему неизвестному заранее им тейнту. И при использовании noExecute у вас с этой ноды и те поды могут убежать куда-нибудь в другое место. Поэтому noExecute я вам показал сейчас чисто в экспериментальных целях, чтобы вы поняли, как это работало. Поэтому все-таки лучше использовать noSchedule, чтобы не получить неожиданности всякие в своем кластере. Данный вариант демон-сета нам дальше не потребуется, поэтому мы его удалим. Сейчас мы посмотрим, как размещать поды на определенных нодах. Ну, раз уж мы тут занялись демон-сетом, а у демон-сета это частая задача, указывать ноды, где размещать поды. Соответственно, давайте посмотрим один из вариантов, как это можно сделать. И поговорим сейчас о таком параметре, как NodeSelector. При помощи параметра NodeSelector можно определить ноды кластера, на которые будет размещаться ваш под. Причем в качестве условий мы должны будем указывать лейбл, то есть метки, установленные на ноды кластера. Есть, конечно же, стандартные метки на нодах кластера по имени ноды. Допустим, там будет метка, где у нее будет имя там, cr, там, крюков.local и так далее. Не рекомендую этими метками пользоваться, только в крайнем случае, только в случае, там, допустим, дебага каких-то там приложений. Или, ну, бывает иногда ситуация, когда нужно четко на вот эту ноду с этим именем приземлиться. Но в обыкновенной работе метки, которые содержат имена нод, лучше не использовать. Лучше поставить специализированную метку на ноду и пользоваться ей. Потом, если у вас ноды туда-сюда будут меняться, ну, всякое в жизни бывает, какая-то сломалась, вы подставили новую, у нее другое имя и так далее, вы не будете привязаны вот к этому имени, а будете привязаны к той метке, которая у вас есть. Соответственно, поставить метку на ноду тоже очень легко. Это у нас есть kubectl команда label. Дальше мы говорим, что ставим лейбл на ноду с таким-то именем. А сама метка, как вы помните, состоит из двух частей. Это ключ и значение. В данном случае я ставлю метку под названием special со значением ds-only на две ноды. Это нода control нода 1 и worker нода 2. Значит, знакомая вам команда. Ничего здесь нового для вас не будет. Соответственно, как видите, метки были поставлены. Теперь посмотрим, какие метки есть на нодах. Вот такая команда. Get нода с параметром show labels. Но поскольку меня интересуют только вот эти метки, я, соответственно, здесь при помощи grep это посмотрю. Мне так просто будет удобно. На самом деле список меток, как видите, очень большой. Если глянуть, вот это все метки, которые стоят на ноде. Обратите, пожалуйста, внимание. Тут можно и операционную систему посмотреть, и архитектуру процессора, и вот то, что я говорил, hostname, имя, да, вот той ноды, ну и так далее. И в том числе мы здесь, обратите внимание, имеем вот эту нашу меточку special ds-only на ноде cr1 и wr2.
NodeSelector тоже, параметр NodeSelector, он указывается в спецификации пода. Вот так он выглядит. Здесь мы просто указываем ключ, значение, то бишь это у нас ключ названия метки, ее значение. А опять же, я здесь сделал отдельный манифест. Вот он у нас присутствует. Здесь я сделал toleration, оставил ту, которая у нас есть, потому что мы будем, видите, мы пометили нашей меткой и control ноду, то есть мы хотим и там, но по какой-то причине мы не хотим, чтобы на VR1 был данный под. А дальше мы указываем вот так же в спецификации пода раздел NodeSelector, где я указываю метку. Можно несколько меток указать, они будут меняться логическим и, в данном случае просто, на какие ноды будет размещаться данный daemon set. Соответственно, применяем манифест. Вот наш манифест. Он был создан. Ну и смотрим теперь, где располагаются поды нашего daemon сета. Сейчас, вот видите, он стартует. Как видите, как и предполагалось, toleration позволила запустить на control ноде, а NodeSelector явно указал, что это будут ноды с соответствующими лейблами. Соответствующие лейблы были установлены на двух нодах моего кластера. Ну, то есть я добился требуемого мной результата. На самом деле NodeSelector можно использовать и Toleration можно использовать не только при описании daemon сета. Если вы обратили внимание, они описываются в шаблоне пода. А шаблон пода можно написать и в деплойменте, и в stateful сете, и в daemon сете. Поэтому распределение нод, распределение по нодам и включение вот этого toleration мы можем не только в daemon сете, а и в деплойменте и stateful сете использовать. И на самом деле это регулярно используется для каких-то разнообразных, известных только вам целей. Дальше проведем обратный эксперимент. Удалим соответствующие метки с наших нод. Соответственно, чтобы удалить метку с ноды, нужно указать в команде kubectl labels nodes, нужно указать ключ, то есть название этой метки, с символом тире в конце. Вот такой командой я удаляю соответствующие метки с наших нод. Вот видите, они написаны unlabeled. И дальше мы смотрим, а что же у нас в namespace есть. У нас есть такая команда get daemon set, get ds. И мы видим, что текущее состояние daemon сета, что у нас не распределено ни одного пода. И current не запущен, и не ready ни один под. То есть, как видите, у нас ни одного пода не запущено. Ну, да, мы можем с вами явным образом посмотреть командой getPods. Мы тоже видим, что у нас ни одного пода нет. Хотя сам daemon set существует. Как видите, вот мы ему get сделали, daemon set, получили тест ds. То есть можно сделать вывод, что daemon set продолжает следить за ситуацией в кластере. И если вы вдруг удаляете какие-то метки, он соответствующие поды оттуда удалит. Ну, такая вот красота. Ну и сейчас мы просто удалим сам манифест daemon сета, потому что на самом деле у нас нет ни одной ноды, которая бы удовлетворяла нашим требованиям, да и в дальнейшем нам этот daemon set не понадобится. Ну что ж, мы сегодня посмотрели с вами, что такое daemon set. Еще один контроллер, который позволяет нам запускать поды в кластере Кубера, но со своей, конечно же, определенной особенностью. По одному поду на каждой ноде кластера Кубера при условии, что этот под на этой ноде можно запустить. Ну, а условия бывают разные. Мы с вами сегодня посмотрели, что такое заразы. Tains, как их обойти, вернее, как сделать ваш под толерантным к данной заразе. Мы с вами посмотрели, как указать ноду, на которой запускается данный под. Самый простой способ мы с вами посмотрели. На самом деле есть еще такая штука, называется Affinity. И есть его разновидность Node Affinity, при помощи которой тоже можно определять, на каких нодах запускаются поды. Но Affinity это довольно сложная штука. И на данный момент мы ее сейчас рассматривать не будем. Потом, чуть позже, по мере необходимости, когда мы там будем встречаться с какими-то нюансами, мы эти Affinity с вами посмотрим. Но на данный момент основные контроллеры мы с вами посмотрели. Это Deployment, Stateful Set и Daemon Set. На сегодня, пожалуй, все. Продолжим в каком-нибудь следующем видео разбираться с Кубером.